Собираем распредвал. Порядок сборки: 205 подшипник C3. Сначала идет, запрессовывается подшипник, потом фланец вот этой стороной, и потом шестеренка, где шпоночный паз совмещается со шпонкой. Сейчас запрессуем. Важно, чтобы подшипник при запрессовке упирался внутренней обоймой, например, вот о такую втулку. Для большей надежности повкладываю еще меньшее по диаметру колечко, шайбу. Далее одеваем фланец и шестеренку совмещаем пазом со шпонкой. Фланец должен свободно ходить. И вот так получилось, почти за подлицо оно садится. Запрессовываем передний подшипник коленвала SKF 208 C3. Дожимать подшипник я буду вот таким способом. Для этого понадобились части вот этого трехпалого съемника, который я уже использовал при снятии. Значит, я уперся во внешнюю обойму, с обратной стороны поместил пластину с отверстием и сквозь нее протянул шпильку, подкручивая которую буду осаживать подшипник за внешнюю обойму. Осаживается равномерно. Натяг небольшой. Еще чуть-чуть. Для установки коленвала я приобрел ряд специальных инструментов. Это для передней части коленвала. Этот винт, который вкручивается в коленвал. И дальше две втулочки, расскажу позже. И это для запрессовки задней крышки коленвала, вернее для удерживания ее. Тоже будем использовать. Заводим коленвал. Шпонка должна смотреть вот на это отверстие. Конечно, без шпонки удобнее. Вот этот специальный инструмент для заводки коленвала в подшипник. Там видно отверстие сквозное, в которое входит наш винт. Мы проверили, что он не уперся. Упираясь втулочкой во внутреннюю обойму, мы начинаем в нее же втаскивать коленвал.
Далее устанавливаем шестеренку. Совмещаем шпонку с пазом. Здесь специальная есть проточка для шпонки. И таким же макаром запрессовываем шестеренку. Так, здесь уже с трудом идет. Промажем маслом. Сам распредвал вот вытащил из морозилки, еще виден лед. Ну и совмещая метки, попробую его туда всадить. Конечно же не лезет. Вот смастерил такой тулец, который будет предназначен для запрессовки подшипника распредвала. Сейчас покажу, как это действует. Да, например, так. Значит, она будет упираться во фланец всеми тремя ножками. Используя хотя бы такую большую головку. Они у меня идут за подлицо с корпусом. Верный признак того, что запрессовано неправильно и все в порядке. Так, обезжириваем винтики и садим на красный резьбовой фиксатор. Секундочку, я бы еще капнул масла в подшипник. Далее хочу зафиксировать люфт шестеренок. Когда подшипник был разбит, то люфта вообще никакого не было. Сейчас он появился. Обезжириваем отверстие под винты задней крышки, вернее заднего корпуса. В отверстие нанесу синие локтайт, туда на резьбу корпуса.
вынесли. Теперь герметик. Мы вставляем стопорные шайбы. Вернее, для начала только малую шайбу. Наживили. И теперь опять воспользуемся специнструментом. Все, коленвал у нас зафиксирован относительно корпуса. Теперь мы, подтягивая винты, всадим крышку на место, при этом не повреждая коленвал. Так, момент истины. Ой, коленвал вращается с трудом. Здесь тонкий момент. Стопорная шайба не встала на свое место. Винты по периметру затянуты, полностью посажены на герметик, на резьбовой фиксатор. Но получилось так, что этот подшипник немного поджался. Коленвал с трудом прокручивается, кольцо не стоит на месте. Значит, в итоге я за отверстие подсъемник подтянул центральную часть корпуса наружу, буквально на миллиметр, и тогда стопорное кольцо стало на место, и коленвал свободно начал прокручиваться. Все, колечко запрыгнуло туда. Снимаем. Проверяем свободное вращение. Ставим толкатели. Садим на синий резьбовой фиксатор. Забегая вперед, скажу, что я до установки генератора туда положил шестеренку привода маслонасоса. Устанавливаем генератор. Прокладочку обмазываем герметиком. Прокладку одеваем на генератор. Генератор вставляется и
Сейчас будем притягивать его. Вот в этом положении зазор пропадает. То есть его надо так вот по часовой стрелочке не знаю, видно или нет. Оставляю вот такой зазор. И положение генератора. То есть он повернут по часовой стрелке до упора. Прокладку под переднюю крышку буду вырезать из такого материала толщиной 8 соток. Вот что получилось. Так, резьбу обезжириваем. Проверяем, не забиты ли масло каналы чем-то эластичным. Я уже установил сюда прокладочку. Вжали. Устанавливаем поддон.
Обезжириваем крышку шестерни привода маслонасоса и посадим ее на герметик. Вот совсем немного. Ставлю сальник на задний корпус. «55 80 на 10 TC BX». Стираем. Осталась какая-то очень неприятная. Сальник утапливать глубоко не надо, чтобы он не перекрыл маслосливные отверстия, которые находятся внизу за ним. Вот. Сальник выведен вровень с плоскостью. Ну и я утоплю еще глубже, может, на 1-2 миллиметра. Значит, смазываем маслом. И осаживаем сюда маховик. Шпонка. Усилие затяжки болта маховика, вот вторая строчка, максимум 251 ньютон-метр или 185 футов на паунд. К сожалению, нету динамометрического ключа, но вот есть такая длинная ручка, и вот здесь где-то будет 1 метр длины. Я попробую приспособить цементный блок весом 57 паундов или 26 килограммов, что обеспечит нам в итоге усилие 250 ньютон-метров, даже чуть больше. Вот блок 57 фунтов весом, он широко используется в хозяйстве. Вот его и будем применять в качестве груза для затяжки. Наносим красный резьбовой фиксатор на винт. Хватит. Вставляем винт, и шайба должна зайти в отгибом отверстие. Вот она заходит вот сюда. И стопорится. Держи, чтобы он не проворачивался никуда.
я отпускаю, стой. Все. 250 ньютонов на метр. Собираем сцепление. Вот метка, которую я оставил при разборе сцепления на маховике. То есть она вот находится вот здесь вот. Нажимной диск уложен, пружины зашли в свои посадочные места, можно проверить, убедиться. У меня совпали метки. Далее укладываем ведомый диск, промежуточный диск, второй ведомый диск. Совмещаем шлицы ведомых дисков пока на глаз. Далее упорный диск, опять же с меткой. Ужимаем двумя винтами М8. Стараемся равномерно. Так, регулируем промежуточный диск, чтобы зубцы вошли в свои пазы. Выравниваем шлицы ведомых дисков. Так. Так, далее обезжириваем отверстия. Обезжириваем также винты. Садим их на красный резьбовой фиксатор. Так, не забываем про два, которые мы изначально вкрутили. Тоже обезжириваем. Так, перед тем, как обжать, убеждаемся, что у нас шлицы ведомых дисков находятся параллельно друг другу. И сейчас равномерно обжимаем по диагонали. Все, дальше не идет. Все, на этом сборка закончена. Впереди сборка цилиндров, головок, установка двигателя и тестовый заезд. Тросик карбон
Карбюратор оказался немного поджат. Настраиваем холостой ход. Сейчас одеваем глушители и, может быть, даже проедемся. Это небольшое видео снято до ремонта. Здесь мотоцикл работает с разбитым передним подшипником коленвала. А здесь мы сейчас послушаем работу коленвала с новыми подшипниками. Все, шумы пропали.